Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся практикой, благодаря которой вы не только уберете запах из вашего туалета, но и также из дома уйдет любой негатив, в том числе из глаз и порча, любые негативные помыслы, которые отправили ваши недоброжелатели и враги. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, и обязательно проведите эту практику в самое ближайшее время. Как вы знаете, важно следить за энергетикой своего жилья, ведь от этого зависит не только то, какие энергии в него будут поступать, но и то, как себя ведут энергетически и физически будут ощущать люди, которые в данном доме живут. Да, это непростой труд, который требует много как физического, так и энергетического труда, а также многих знаний, ведь постоянно нужно что-то читать, изучать, постепенно что-то новое вводить в свою жизнь, используя себе во благо, а также учиться отправлять энергетические посылы, которые будут приходить в вашу жизнь с тем, что вы желаете. Управлять светлыми энергиями и менять все то, что не нравится, и избавляться от того, что мешает жить счастливой и полноценной жизнью. В жилье с положительной энергетикой отношения между членами семьи очень дружественные, окутанные любовью, уважением, и каждый член семьи готов поддержать другого в любой нужный для этого момент. В такой семье, когда у кого-то получается то, к чему он стремился, за него радуются все, и такой семье завидуют многие. Также в доме с положительной энергетикой всегда царит и достаток, присутствует счастье, удача. Люди в таком доме умеют радоваться всему тому, что есть в их жизни. Они не знают, что такое грусть, депрессия, у них хороший сон, а сны сладкие и порой вещие. Даже если день был сложный, человек, вернувшись в дом с положительной энергетикой, сразу ощутит ее влияние на себе. Переступив порог, уют и комфорт его очень быстро успокоят, настроят на положительный лад, помогут его биополю восстановиться. Голову его наполнят приятные мысли, и все это притянет к нему хорошие энергии, которые отгонят от него негатив, а на следующий день все само собой решится, и от проблем не останется и следа. А вот дом с негативной энергетикой, к сожалению, вызывает абсолютно противоположные чувства. В таком доме не хочется подолгу находиться, так как кажется, что стены давят со всех сторон. Настроение портится, а выйдя на улицу, это все проходит. Возвращаться в такой дом также не хочется. Поэтому члены семьи стараются задерживаться на работе, посещать после работы кофейню или прогуливаться по улице, так как знают, что, вернувшись домой, им вновь будет хотеться побыстрее из него выйти. В таком доме тяжело дышать, и людям кажется, что у них жмет в груди и постоянно не хватает воздуха. Начинаются головные боли, слабость, затяжные депрессии, а взаимопонимание любви между членами семьи также говорить не приходится. Каждый думает только за себя, за то, чтобы как-то изменить свою жизнь и побыстрее уйти из такого дома. Страсть между супругами угасает, а постоянные ссоры и выяснение отношений преследуют их на каждом шагу. Сны беспокойные, ночные кошмары не дают спокойно отдохнуть. И вместо того, чтобы была возможность восстановить биополе, энергетика данного жилья находит в нем эти слабые места, притягивает к такому человеку негатив и разрушает уже в процессе не только его энергетическое поле, но и жизнь. У него начинают меняться интересы, перестает интересовать то, что ему недавно было для него важным. Он хочет только лежать в кровати, чтобы его не трогали, так как проблемы, которые окружают его со всех сторон, очень сильно истощают. Для негативной энергетики жилья бывают разные причины. Порой это лень хозяев, которые считают, что следить за энергиями это не важно, что они сами будут в нужном количестве поступать в их дом. Это, конечно, правильно, но нужно же, чтобы это количество было положительных энергий, а не отрицательных. Часто это просто банальная лень, ведь нужно проводить очищающие практики, соблюдать правила, что-то учить, к чему-то прислушиваться, но ведь легче ничего не делать.
Может быть и причина в том, что люди собирают старые вещи и не могут вовремя с ними расставаться, так как их жалко. Ведь та или иная вещь связана с какими-то воспоминаниями. Бывает и такое, что люди считают, что пусть через год, возможно, два, они смогут вновь воспользоваться данными вещами, а эти вещи все время лежат без дела, припадают пылью, а пыль притягивает негатив. Сначала его немного, с каждым днем его количество увеличивается, так как негатив притягивает негатив. Такую же роль играет и старая посуда. Все люди думают, ничего не случится, если я не еще пару месяцев попользуюсь. Ну подумаешь, склеенная тарелка, а ведь практически не видно. Но это так не работает. Такой посуды не должно быть в вашем доме, так как она притягивает разрушительный негатив, который не только не позволит ничему новому и хорошему появиться в вашей жизни, но и отберет у вас все то, что хорошего в ней уже есть. Но если в этих случаях все зависит от хозяев дома, от их мышления, отношения к тому, что наполняет их дом, и к тому, что их окружает, то есть негатив, который в дом способен приходить без желания хозяев. Это когда в дом вхож завистливый, недоброжелательный или нечистосердечный человек, который приходит с таким сильным негативом, который способен разрушать то хорошее, что есть в вашем доме. Он, конечно, потом уходит, но часть такого негатива оставляет, ведь прикасается к различным вещам, предметам, смотрит в ваше зеркало, а оно затем в увеличенном и приумноженном виде все это отдает обратно, разрушая, к сожалению, энергетику жилья, а также и энергетику тех, кто в это зеркало смотрит. Особенно влияет быстро на тех, кто имеет слабую энергетику. Такому человеку возможно даже разрушить жизнь. Такого человека нельзя впускать даже на порог дома. Но, к сожалению, мы не всегда можем угадать и увидеть помыслы, с которыми тот или иной человек находится возле нас. К тому же часто такие люди с нечистой душой попадают в круг наших близких друзей. Негатив может принести человек и без злого умысла, который придет в ваш дом со своими проблемами, бедами, печалями, будет вам это рассказывать, грустить и в этот момент притягивать негатив, который начнет действовать на особую энергетику вашего жилья. А вы в это время, его не убрав, дадите возможность ему приумножаться. Поэтому, как вы уже поняли, за энергетикой жилья нужно очень пристально следить. И если вы увидели, что что-то изменилось в отношениях, либо же в доме стало как-то некомфортно, хочется открыть окно и запустить больше свежего воздуха, кажется, что вы не одни в доме, нужно сразу начать действовать. И далее мы с вами поговорим об одной практике с применением косметического средства, которое вы используете в своей повседневной жизни по несколько раз в день. Друзья, это обычное мыло. Мало кому известно о его сильных свойствах, которые оно получает благодаря своему составу и способности смывать как с человека, так и с любого предмета, или же дома негатив. Сейчас для того, чтобы купить мыло, не требуется потратить много денег. Оно есть практически в каждом магазине и в любом количестве. Каждый может подобрать для себя без труда то, что нужно именно ему для какой-либо цели. Когда-то с этим было намного сложнее, так как мыло было очень дорогим, и люди не могли доставать его в больших количествах. Мыло также способно переносить в себе как потоки положительной энергии, так и отрицательной. Поэтому, если вам такой сувенир преподносит человек, в искренности чувств которого вы не уверены, откажитесь лучше от него, чтобы потом не пришлось жалеть о последствиях, а они могут быть непоправимыми. Если оно заговорено, а вы ним помоетесь, оно перекроет ваши сильные энергетические каналы, и хорошие энергии перестанут к вам поступать, из-за чего в жизни начнутся неприятности, а если оно будет находиться в доме, то будет излучать негатив, тем самым разрушать энергетику жилья и негативно влиять на всех, кто в нем живет, со всеми вытекающими последствиями, о которых я вам уже рассказала. Если же вы примените такое мыло для такой практики, то вы получите совсем другой результат тому, который вы ожидаете, и окружите себя в этот момент, или же наполните дом сильным негативом, от которого будет очень непросто избавиться. Мыло ручной работы имеет более сильную энергетику, но его можно покупать только у добрых и чистых сердцем людей. Так оно будет излучать добро и положительные энергии, которые, попав в ваш дом, будут вам помогать. Но если человек злой,
алчный, то мыло, попав к вам в дом, будет вам вредить. Поэтому, если вы не знаете лично человека, который его изготавливает, то спросите свое внутреннее чувство, что оно вам подскажет по данному человеку. Если вы чувствуете спокойствие, вы можете покупать мыло без переживаний. Если же нет, во что-то сдерживаетесь, откажитесь от такой покупки, так как это срабатывает ваша интуиция и указывает на то, что данный человек излучает негатив, а значит и мыло будет излучать такие же энергии. Итак, продолжим. Для проведения этой практики вам понадобится самое простое мыло. Вы можете купить его в магазине, но обязательно в первой половине дня, так как энергии в это время самые активные. Но важно, чтобы когда вы проснулись, у вас было хорошее настроение и расположение духом, чтобы мыло впитало эти хорошие энергии. Если же настроение не такое, то перенесите на другой день. За мыло расплачивайтесь левой рукой. Не давайте деньги из рук в руки. Положите на поверхность и пусть продавец сам их возьмет. Сдачу с мыла отдайте на благотворительность. Покупая мыло, расплачиваться карточкой или давая купюру без сдачи нельзя. Поэтому продумайте этот вопрос наперед. Вам нужно будет купить 3 куска. Возможно, вам хватит и одного. Если же нет, нужно ритуал будет повторить. Но мыло должно быть куплено в один день. Это обязательное условие. Если оно вам не понадобится, вы сможете его использовать в своих нуждах. В этот же день вам нужно купить мяту. Вернувшись домой, подожгите любую свечу, которая у вас есть в доме. После чего возьмите миску, кастрюлю или ведерко, наберите в него теплую водичку, разместите ее перед свечой, а сами в это время возьмите терку и на ней потрите половинку кусочка вашего мыла. Далее поместите тертое мыло в воду. Затем киньте в нее 7 кристаллов крупной соли. Разомните 7 листиков мяты и также опустите в воду. Мешайте ее правой рукой до тех пор, пока мыло не растворится. И при этом проговаривайте такие слова. Как это мыло в воде растворяется, так и зло из моего дома испаряется. Как соль растворяется, так и беды из него прочь бегут. А листья мяты воду энергией своей заряжают и светлой энергией привлекают. Затем эту воду налейте понемногу в емкости и расставьте по всему дому, проговаривая такие слова. Все то, что нам жить мешает, пусть это мыло смывает, из дома убирает и для нужных энергий место освобождает. Остальное водой протрите подоконники, зеркала, пол, особенно в доме, если есть кафель. В последнюю очередь обмойте обязательно входную дверь с обеих сторон, порог, коврик возле входной двери и под ним. Когда будете протирать, проговаривайте такие слова: все беды, печали, несчастья и негатив вместе домой покидают, следа о себе даже не составляют. Когда закончите, воду вылейте в канализацию, после того возьмите свечу, подойдите с ней к емкости с мылом и проговорите такие слова: мыло мне помогло, негатив вобрало, его сливаю, светлые энергии привлекаю. Затем все емкости промойте. Вторую половинку мыла порежьте на кусочки и разместите во всех комнатах в помещении в доме, в труднодоступных местах, проговаривая такие слова: мыло, силу излучай, положительной энергии привлекай. Так, оно должно пролежать 7 дней, после чего его нужно вынести и выбросить в 8 разных местах. Если после того, как вы проделаете ритуал, вы сразу ощутите легкость, что в доме станет приятно находиться и что больше ничего не будет вас тревожить, то больше повторять ритуал не нужно. Если же у вас еще останутся негативные ощущения, повторите его, так как после того, как вы его проделаете, вы должны первым делом ощутить спокойствие и уют. В ближайшее время, после того, как вы это проделаете, в доме произойдут приятные изменения, радостные события, которые действительно помогут вам приумножить положительные энергии и усилить особую энергетику вашего жилья, а также благоприятно это все скажется на всех членов семьи. Следующий, друзья, ритуал, который мы вам рекомендуем провести, он проводится в любой день, в любое время. Для проведения этой практики вам понадобится обычное хозяйственное мыло. Купите его в любой день недели. Дальше что мы делаем? Возьмите хозяйственное это мыло и разрежьте на 2 части. Далее и положите на тарелку. Какую тарелку? Желательно тарелку, которая вам больше не понадобится, потому что в конце проведения этой практики мы ее разобьем. Поэтому возьмите ту тарелку, которая у вас есть старая, ненужная, с какими-то потертостями и так далее.
далее. Итак, кладем наше мыло, уже разрезанное, на тарелку и говорим следующие слова. Мыло весь негатив собирает, все зло забирает, достатку дорогу открывает. И вот это мыло на тарелочке мы оставляем на целые сутки. Когда прошли целые сутки, что мы делаем? Мы берем черный пакет. Именно черный пакет вам нужно взять. И через перчатки или возьмите с помощью салфетки или с помощью какой-то тряпки, возьмите эту тарелку с мылом и бросьте в этот черный пакет. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться. Это очень важно. Еще один момент, где мы оставляем эту тарелку с мылом. Оставляйте ее в туалете. Это очень важно, как можно ближе к канализационной именно трубе. Для того, чтобы преградить вот этим негативным энергиям распространяться по вашему дому. Разбили после этого сразу же, и после того, как вы бросили, постарайтесь эту тарелку разбить хотя бы на 2 части. Хорошо, завязали этот черный пакет и сразу же выносите на мусорку. Когда будете выбрасывать на мусорку, да, скажите такие слова. Дорога закрыта любому злу. Истина, да будет так. После этого разворачивайтесь, идите домой. Ни с кем не разговаривайте, не оборачивайтесь. Пришли домой, обязательно умылись, обязательно руки помыли. И после этого уже можете разговаривать и заниматься своими делами. Вот такая, друзья, еще интересная практика, которая вам обязательно поможет в жизни избавиться от негатива, от зла, от ненависти, от тех посылов, которые вам отправляют в вашей жизни. Поверьте, сейчас такое тяжелое время, люди иногда проявляются вот эти негативные посылы из-за каких-то мелочей, и это потом перерастает в большие проблемы уже у человека. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно, друзья, в комментариях напишите слово «дом», и сила вашего рода поможет вам обрести огромное богатство. И обязательно напишите слово «дом» в комментариях. И действительно, эта сила вашего рода поможет обрести огромное богатство. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.